В эфире «Проконсультируйтесь с юристом», в студии Анна Туполева. Юристы советуют обращаться к специалистам, если на кону большая сумма или спор жизненно важен. Но если вы понимаете, что спор стандартный и по нему сложилась однозначная практика, то можете сэкономить и самостоятельно защитить свои интересы в суде, в том числе составить и подать иск. Как это сделать правильно, обсудим с юристом Татьяной Храповой. Она сейчас с нами на онлайн-связи. Татьяна, здравствуйте. И давайте вот нам по порядку вообще, с чего нужно начинать человеку, если он понял, что его права нарушены, и он решил с этим справиться самостоятельно. Здравствуйте, Анна. Да, действительно, правильно вы сказали, что если суть вопроса не какая-то трудоемкая, все стороны ясны, есть какая-то ситуация, в которой человек знает, что он с ней справится и готов в суде отстоять свои права самостоятельно, он имеет возможность самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением. Но для начала нужно определиться по данной категории дел, необходимо ли досудебное урегулирование спора или нет. Досудебное урегулирование спора — это разрешение вопроса в так называемом мирном порядке путем переговоров, направления друг другу претензий, возражений на претензии, то есть постараться до суда решить вопрос мирным путем. Есть также как раз-таки два варианта: либо переговорами, либо претензией. Если все-таки стоит вопрос, что, скорее всего, без суда никак стороны не придут к какому-то итоговому решению для обеих сторон, то нужно все требования излагать в письменном виде, в так называемой претензии. Претензия должна содержать какую-то описательную часть, просительную часть, то есть что вы просите от ответной стороны устранить или взыскать, или вернуть, или обязать что-то сделать. Она должна быть также как раз-таки в письменном виде составлена, и эта претензия должна быть направлена обязательно по почте как раз-таки не электронной, а именно Почта России. Да, услугами Почты России, когда у вас будет на руках квитанция об отправке, опись вложения и уведомление, которое будет подтверждать, что можно будет отследить, получила ваша ответная сторона этот документ или не получила, или, например, уклоняется от получения, что также тем самым затягивает рассмотрение спора по существу, скажем так. Как определиться, нужно ли вам соблюдать этот досудебный порядок или не нужно? В законе нет какого-то определенного перечня, куда можно посмотреть и выяснить, нужно обращаться с претензией или нет. Все эти требования разбросаны по различным законам. Например, закон о связи, если вы недовольны услугами оператора сотового, или, например, закон об ОСАГО, когда закон говорит о том, что необходимо обратиться с претензией до суда к страховой компании, если вы не согласны с суммой возмещенного ущерба, с размером, с качеством ремонта, который вы произвели для вас. Поэтому всегда нужно ориентироваться на закон. Второй вариант — это когда необходимо изучить документы, которые у вас есть по имеющемуся спору. Если ваш спор вытекает из договора какого-либо, тот же самый залог, задаток, договор купли-продажи, в этих договорах всегда есть раздел по досудебному урегулированию спора. Обязательно нужно ознакомиться с этим разделом. Там будет указано, в каком виде составлять претензию, в какие сроки ее направлять, сколько ждать ответа. Потому что зачастую люди могут составить претензию, отправить и через 3 дня пойти уже в суд. А в договоре, например, прописано, что там должен соблюдаться иной срок рассмотрения претензий, например, 30 дней. Еще зависит от того, кто составлял этот договор, в интересах чьей стороны условия этого договора, в том числе и по досудебному регулированию. И только после того... Ну, хорошо, продолжайте, я задам попозже. Только после того, как вы выясните все про досудебный порядок, необходимо или нет, можно переходить к составлению искового заявления. Я по поводу досудебного порядка еще хотела уточнить. То есть, получается, претензия — это обязательный, так скажем, элемент досудебного урегулирования?
Претензия — это обязательный элемент в тех случаях, когда на это указывает непосредственно закон. Если у вас спор со страховой компанией, закон об ОСАГО говорит, что да, необходимо обращаться сначала с претензией в страховую компанию, которая будет рассматриваться в течение 10 дней. Если это закон о, как вот я говорю, о связи, если вы недовольны услугами сотового оператора, то тогда тоже необходима претензия. Если у вас спор по взысканию долга, если вы давали взаймы какие-то деньги человеку, он вам вовремя не вернул, здесь претензия не нужна. Здесь вы уже можете обращаться как раз-таки с исковым заявлением сразу непосредственно в суд. А вот по поводу претензий еще одно уточнение. Есть какая-то форма ее составления? А, Есть общие шаблоны, которые есть в сети интернет. Ими, конечно же, можно пользоваться, но я всегда рекомендую отслеживать тот текст претензий, который содержится, на соответствие действующему законодательству, потому что у нас законы меняются регулярно в абсолютно разных сферах. И те шаблоны, которые содержатся в сети интернет, необходимо все-таки проверять, какого года она претензия, когда составлена, соответствуют ли те статьи закона, которые в ней изложены, действующему законодательству. И, конечно же, есть общепринятые требования к составлению претензии. Это всегда от кого она поступает, кому она поступает полностью, фамилия, имя, отчество, наименование организации, наименование адреса, как и отправителя, так и получателя. Потому что если отправить по неправильному адресу, будет считаться, что эта претензия не доставлена надлежащим образом, и в суде точно так же вам исковое заявление вернут и скажут, что, например, досудебный порядок не соблюден. Обращайтесь с претензией еще раз. Вот. Татьяна, а как вы считаете, вот обязательно ли изучать судебную практику вот по подобным делам перед тем, как подать иск самостоятельно? В любом случае, если действительно есть какой-то вопрос, который не требует потом судебного вмешательства, я всегда тоже рекомендую изучить судебную практику, потому что регулярно выходят обзоры Верховного суда по разным категориям дел: гражданские, административные, уголовные. И там всегда обобщается судебная практика. И порой эта практика просто сама себе противоречит. 3 года назад было одно, сейчас совсем другое. Сейчас одни лица ответственны за причинение вреда, потом уже другие лица ответственны за причинение вреда. Раньше собственник автомобиля не привлекался к ответственности, если водителем был не он, а водитель причинил ущерб пешеходу, например. Теперь и собственник привлекается в каких-то случаях к возмещению этого ущерба, даже если он за рулем не находился. Мне кажется, это просто необходимо делать для того, чтобы понять, смогу ли я, к примеру, справиться самостоятельно, либо мне все-таки лучше обратиться к услугам юриста. Услугами юриста можно воспользоваться даже в рамках консультации, чтобы юрист, во-первых, рассказал перспективу этого дела, какие есть последствия, на какие моменты обратить внимание, потому что судебный процесс, он еще зависит от того, какие определенные требования, какими необходимыми доказательствами нужно подтверждать. Прям есть четкие указания, что какое-то одно обстоятельство нужно доказывать только один единственным способом. Даже, например, споры по расписке. Если денежные средства человек передавал в руки другому человеку, но без расписки, а в присутствии какого-то родственника, знакомого, то закон, Гражданский кодекс, говорит о том, что передача денежных средств не может быть доказана свидетельскими показаниями. И человек, у которого на руках нет письменного документа о том, что деньги были переданы, но есть свидетели, которые реально видели, что денежные средства передавались, показания этих свидетелей суд не примет во внимание, это будет ненадлежащее доказательство, и человек может проиграть этот суд. Татьяна, а к исковому заявлению есть какие-то обязательные требования? Да, эти требования содержатся в Гражданско-процессуальном кодексе в статье 131 и 132. Эти статьи обязательны для прочтения перед тем, как писать исковое заявление. И к этим требованиям относится следующее. Во-первых, должны быть указаны наименование истца и ответчика, то есть кто обращается и к кому. Точно так же полностью фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, контактные данные, обязательно телефон и адрес электронной почты, если имеется. Также необходимо указывать
заинтересованных лиц, третьих лиц, например, в споре по детям, определению места жительства ребенка, порядок общения с ребенком, всегда привлекается, например, органы опеки и попечительства. А в спорах, связанных с земельными участками, с домовладениями, зачастую привлекается администрация района, в котором находится данное недвижимое имущество. Это тоже необходимо учитывать, и необходимо привлекать их третьими лицами в спорах и указывать в исковом заявлении при обращении. Также необходимо к исковому заявлению обязательно прикладывать доказательства в обосновании тех требований, на которые ссылается истец. Это могут быть, точнее не могут быть, а должны быть в основном письменные документы. Какие-то выписки, какие-то документы, договоры, расписки, квитанции, платежные поручения. Чеки. Также в исковом Чеки тоже, наверное, да, могут быть? чеки, да, потому что сейчас организации, принимая денежные средства, выдают абсолютно разные документы. Это может быть как кассовый чек, это может быть чек от эквайринга, это может быть бланк строгой отчетности. То есть любой документ, подтверждающий оплату товара или услуг, тоже, конечно же, будет доказательством. А у доказательств вообще есть какие-то правила сбора? Правила сбора, таких определенных правил нет, но они должны быть получены законным путем. То есть нельзя украсть какое-то доказательство и приобщить к материалам дела, нельзя его сфальсифицировать, придумать, напечатать. То есть они должны быть реальны и получены законным путем. Ну, хорошо, Если доказательства собрали, что дальше? доказательства собрали, написали исковое заявление. Тоже в тексте искового заявления достаточно серьезные требования к тексту искового заявления, потому что первая часть должна состоять из описания того, что произошло, какие права истца нарушены, кто эти права нарушил и в чем это выразилось, в каких убытках или какие негативные последствия для истца данная ситуация принесла. Дальше идет нормативная часть. То есть те законы, на которые опирается истец. Несмотря на то, что многие хотят добиться справедливости в суде, статья закона обязательно должна быть указана. Она может быть правильной, может быть, иногда бывает, что она указана не совсем точно и верно, но суд все равно принимает решение только в первую очередь на основании закона. Только потом суд основывается на нормах морали, справедливости, к своем внутреннему убеждению. В первую очередь всегда закон. Мне кажется, в интернете какие-то можно найти шаблоны подачи вот этих исковых заявлений? Да, шаблоны исковых заявлений есть. Зачастую они где-то на 1-2 страничках. Не всегда это корректно, потому что там указаны какие-то основные, например, 1064 возмещение убытков Гражданского кодекса. Желательно, конечно же, все-таки свои требования подкреплять как можно большим количеством нормативных актов, статей закона, пунктов, частей, еще чего-то, потому что у вас с ответной стороны будет ответчик, он будет готовиться, писать возражения, тоже ссылаться на какую-то практику. И если вы идете в суд без юриста, вам, конечно же, до этого желательно изучить судебную практику и нормативную базу, которая поддерживает ваши требования. Потому что гражданский процесс, спор в суде — это всегда состязательность сторон. И кто лучше подготовится, у того и больше шансов выиграть дело. Несмотря на то, что, как я уже говорю, что многие идут туда за справедливостью. Справедливость не на первом месте. Всегда на первом месте закон. А что-то еще какие-то нюансы есть, которые очень важны в исковом заявлении? Помимо вышеперечисленного. Да, конечно же, самое главное — это просительная часть, то есть то, о чем истец просит суд. Даже в таком простом деле, как взыскание долга по расписке, если человек напишет: «Прошу вернуть долг», суд не рассмотрит такое требование или попросит его переформулировать, потому что
Решение, оно должно быть не только вынесено, оно должно быть еще и исполнено приставами, например. И приставы человека не смогут заставить вернуть долг. Вот все требования, связанные с личностью, с обязанием личности что-то сделать, это неисполнимые решения. Необходимо по-другому формулировать требования. То есть в данном случае необходимо писать: прошу взыскать долг с Иванова в пользу Петрова в сумме такой-то, а также, например, неустойку, если есть таковая, если срок возврата денежных средств нарушен, а также неустойку в размере следующем. Обязательно к исковому заявлению также прикладывать расчет исковых требований, который должен быть произведен либо в тексте самого искового заявления, либо это будет отдельный лист с полным расчетом исковых требований. То есть прошу взыскать сумму долга 100 тысяч рублей, а также неустойку 15 тысяч рублей, и внизу формула расчета. Умножить на количество дней, плюс-минус вычесть, то есть чтобы был приложен как раз-таки математический расчет. Но мне кажется, эту формулу расчета не так-то просто сделать самостоятельно. Ну, какую-то просто, какую-то непросто. Если это договор займа, и человеку должны, например, 100 тысяч рублей, просрочили на месяц возврат, то эти 100 тысяч рублей умножается на процент. Если в договоре займа прописан процент, например, 1% в день, сумма 100 тысяч умножается на 1% на количество дней, и получается размер неустойки. Если эти проценты не расписаны, то тогда необходимо воспользоваться Гражданским кодексом и 395 статьей Гражданского кодекса, которая предоставляет общий расчет неустойки, пени, которые могут быть получены истцом с ответчиком. Но это тоже сейчас очень много в сети ресурсов, которые помогают в данных расчетах, называются калькуляторы расчета задолженности, и по одной формуле. Формул очень много как раз-таки. Все зависит от того, какие у нас документы есть на руках, у истца есть на руках. Если в договоре прописан определенный порядок, по договору. Если нет, то общепринятый по 395 статье. А еще есть какие-то важные моменты при составлении заявления? Да, поскольку это суд, то необходимо решить вопрос об оплате госпошлины. Госпошлина рассчитывается, исходя из того, что исковое требование содержит либо требования имущественного характера, либо неимущественного характера. Например, о расторжении брака. Это требование неимущественного характера. Здесь госпошлина, она фиксирована, 600 рублей. Если это имущественного характера требования, например, раздел имущества между супругами, когда они мирно не договорились, кому что достанется, в данном случае расчет госпошлины производится исходя из стоимости всего имущества. То есть если эта квартира стоит 3 миллиона, то от 3 миллионов, но каждый супруг, поскольку там пополам, не в каждой доле, там еще и доли учитываются, кто какую долю хочет получить, еще от этой доли. То есть человек должен сам понять, какого размера госпошлина у него, да? Человек должен воспользоваться в данном случае 333 статьей Налогового кодекса, где полная точно так же формула расчета госпошлины по каждому требованию за подачу самого искового заявления, за подачу там апелляционной кассационной жалобы. Тоже есть определенная формула расчета госпошлины, но этот процесс тоже уже упрощен, и на сайте суда есть так называемый калькулятор госпошлины, которым тоже можно легко воспользоваться, ввести сумму исковых требований, квартира 3 миллиона, и калькулятор сам рассчитывает, какую госпошлину нужно будет оплатить от этой стоимости. Хорошо, заявление составлено, госпошлина уплачена. Как вообще человеку понять, в какой суд ему нужно подать свой иск? Да, это на самом деле один из самых важных моментов — определиться с подсудностью. В основном, скорее всего, это будет суд общей юрисдикции или мировой суд. Почему? Потому что законодатель так определил, что все споры между физическими лицами рассматривают суды общей юрисдикции. Или, например, между физическим лицом и юридическим лицом, тоже подсудность районного суда. Мировой суд рассматривает дела очень маленького количества категорий.
Это приказное производство, то есть выдает судебные приказы. Это расторжение брака, если нет спора по детям и по имуществу. Это рассмотрение спора между физическими лицами стоимостью до 50 тысяч рублей, та же самая расписка, когда он там должен 25, например, тысяч рублей. И это споры по защите прав потребителей стоимостью до 100 тысяч рублей. Все иные категории и споры — это подсудность районного суда. Суд выбирается по месту нахождения ответчика, даже по месту регистрации ответчика или по месту последнего известного места жительства ответчика. Данный адрес необходимо определить, к какому району относится, в тот суд и подавать исковое заявление. Есть, конечно же, еще альтернативные способы подсудности, когда истец вправе сам выбрать суд, в котором будет рассматриваться дело. Это дела таких категорий, как защита прав потребителей, когда истец может по своему адресу рассматривать спор. Это дела, которые связаны с трудовыми отношениями, также истец вправе рассматривать по своему месту нахождения. И споры, касающиеся детей. Эти споры могут быть рассмотрены как по месту жительства любого из родителей и по месту жительства детей. То есть могут быть эти адреса не совпадать, даже можно рассматривать дело по месту нахождения ребенка. А какие-то предельные есть сроки для подачи иска? Для подачи иска как таковых сроков нет. Есть такое понятие, как срок исковой давности. То есть человек должен понимать, что если 1 января 2018 года у него произошло залитие, и он в этот момент был дома, залитие квартиры, и он в этот момент был дома, значит, он в суд с исковым заявлением вправе обратиться до 1 января 2021 года, то есть в течение 3 лет. Если у него произошло залитие 1 января 2018 года, но он в это время был где-то в отъезде, где-то проводил зимовку, уезжал на долгое время за пределы Российской Федерации и прилетел, например, обратно 1 апреля 2018 года, то есть через 3-4 месяца, то у него срок исковой давности истекает 1 апреля 2021 года. То есть человек, чье право нарушено, имеет право обратиться в суд в любой момент. Но он должен понимать, что у ответчика есть право заявить о сроках исковой давности, по общему правилу это 3 года, в судебном процессе. И тогда суд будет прекращать дело на основании того, что истец вышел за пределы этого срока и не доказал того, что у него сейчас до настоящего времени этот срок не истек, как раз таки тем, что он мог болеть, мог быть в отъезде, мог не знать, что его право нарушено, или мог не знать, что его право нарушено конкретным лицом. То есть было залитие сверху, из какой квартиры не установлено. Это могут быть верхние, соседние и через этаж. И пока он получает доказательства того, из какой конкретно квартиры произошло залитие, с этого момента и начинает течь срок исковой давности. То есть залитие и выявление виновника не всегда совпадают в один день. А что делать, если человек старался, самостоятельно исковое заявление составлял, а в нем ошибка? Такое тоже часто встречается, и такие исковые заявления могут быть приняты судом, а могут быть и не приняты судом. То есть человек берет исковое заявление. Сначала, кстати говоря, рассылает копии искового заявления всем участникам дела. Потом квитанции об отправке, точно так же и описи вложения, прикладывает к исковому заявлению, которое подлежит подаче в суд, идет в канцелярию и сдает все эти документы в суд. На приеме секретарь или помощник судьи, в зависимости от того, кто дежурит, кто принимает исковые заявления, может указать сразу человеку на какие-то недочеты в его заявлении. Человек может не сдавать сегодня исковое заявление, пойти быстренько исправить то, что не хватает, и прийти с исправленным исковым заявлением обратно в суд. Бывает так, что специалист на приеме исковых заявлений может принять исковое заявление. Заявление попадает судье. Судья, изучая это исковое заявление, выявит какие-то недочеты. Например, отсутствует квитанция об оплате госпошлины. Например, не все документы, на которые человек ссылается в исковом заявлении, приобщены к самому исковому заявлению.
Или отсутствует квитанция об отправке претензий. Сама претензия есть, а квитанция об отправке отсутствует. В таком случае суд оставляет исковое заявление без движения, выносит определение, отправляет это определение истцу с требованием устранить выявленные недочеты и устанавливает срок. Обычно это срок 2 недели. То есть, пожалуйста, истец, в течение 2 недель принесите госпошлину, квитанцию об оплате госпошлины или квитанцию об отправке другим участникам дела копии искового заявления. Татьяна, мне подсказывают, что у нас буквально минута эфирного времени осталось. А скажите, пожалуйста, в завершении вот какие-то коротко рекомендации для истца, да и ответчикам, наверное, тоже пригодятся, как вести себя в суде. В суде себя вести уверенно, желательно подготовиться к процессу, знать нормативную базу, судебную практику. На все вопросы судьи отвечать стоя, к суду обращаться с фразы «уважаемый суд». Суду вопросы не задаются, это только право суда и сторон друг другу задавать вопросы. И всегда четко необходимо отвечать на вопросы суда, ну и настаивать на своем. Как и с ответчиком, так и с судом. Всегда настаивать на своей позиции и быть уверенным в том, чего человек добивается. Желательно, конечно же, проконсультироваться перед этим с юристом, чтобы понимать, на какие моменты и нюансы делать акценты в процессе. Татьяна, спасибо вам большое за полезную консультацию. Вам удачи в делах. Но во время нашего эфира истекло. В студии была Анна Туполева. До встречи через неделю на телеканале Дон 24.